Иммунная система и Nutritional Balancing Science. Основная функция иммунной системы – определить, что не принадлежит составу здорового организма и избавиться от этого. Вирусы, бактерии, паразиты, токсины, раковые клетки, чужеродные органы, инородные тела. Я сторонник того, чтобы уж очень резко не делить органы на отдельные функции, а уж тем более то, что касается иммунной системы, потому что это вопрос выживаемости всей системы. И поэтому нельзя сказать, что только определенные отдельные органы работают на эту защиту, а другие вообще ни в коей мере не вовлечены. То есть вообще вся система работает для того, чтобы в условиях опасности выжить. Но есть отдельные органы, которые наиболее интенсивно работают в это время. В частности, тимус, вилочковая железа, bone marrow, костный мозг, дополнительные органы иммунной системы, лимфатические узлы и миндалины концентрируют инфекции, предотвращают ее распространение. В селезенке производятся B-клетки и T-клетки, и в нашем желудочно-кишечном тракте производятся С-клетки, B-клетки и Pierce-patches. Клетки иммунной системы, Б-лимфоциты, создают антитела. Если более правильно сказать, они создают плазматические клетки, которые, собственно, создают конкретные антитела на определенные антигены. То есть они отвечают за внеклеточный иммунитет, гуморальный. Те лимфоциты, фагоциты, макрофаги, базофилы, mast cells, это тучные клетки, способствуют резкой гиперчувствительности, воспалению. Вот это все для вас не новое. Вот на что я хочу обратить внимание, и не так давно стали разделять иммунную систему, собственно, на две ее составные части, а именно гуморальная, внеклеточная и внутриклеточная. То есть гуморальная, внеклеточная используют антитела, лимфоциты, переносящиеся с крови. Основная задача – это защита против бактерий и всего, что в клетку попасть не может. Вот это важный момент. То есть все, что находится в организме, но не может попасть в клетку и не принадлежит оригинальному плану здорового организма, за это все отвечает гуморальная защита, внеклеточная. Внутриклеточная, ответственные клетки, те лимфоциты и клеточные продукты, ответственные за перенос иммунитета, их задача – защита от вирусов, внутриклеточных организмов, антигенов тумора, чужих органов. И вот третий вопрос. Грибы, фанги, кандида, все, что в большой группе грибковых проблем. Здесь у меня есть собственный взгляд, куда они должны относиться. К проблеме внеклеточной или внутриклеточной, потому что вся информация, которую я вижу вокруг, и в том числе моими учителями даваемая, она говорит о том, что грибы, они являются проблемой внутриклеточной. С чем я не согласна, я вам расскажу свое собственное мнение. То есть все, что говорила я кратко до этого, вам было известно. А вот сейчас доктор Уатт, который меня научил этому, и других, я бы дала ему Нобелевскую премию за вот эту, в общем-то, казалось бы, простую вещь, но никто о ней не говорит. Обратите внимание, вот здесь как весы представлено два крыла иммунной системы. Гуморальная, как я уже говорила, и внутриклеточная, cellular иммунный респонс. Вот гуморальная, за ответ гуморальный, несет ответственность симпатическая нервная система. То есть вот в английском языке mediated – это участвует, принимает участие, координируется симпатической нервной системой. Sympathetic mediated, как вы видите. Внутриклеточная защита mediated парасимпатической системой. В симпатической нервной системе главный участник надпочечники, парасимпатической внутриклеточной защиты вилочковая железа, тимус. Когда находятся эти два крыла иммунной системы в балансе, тогда иммунная система работает оптимально, проблем никаких нет. По разным причинам, если одна из этих частей уходит из баланса, например, мы просто очень перестимулируем ее, принимая определенные биологические добавки, травки, витамины, минералы или что-то еще, фармацевтические препараты, которые перестимулируют какую-то часть иммунной системы, например, внутриклеточную иммунную систему перестимулирует, тогда гуморальная, посмотрите, уходя из баланса, если мы на эти весы без учета, что они должны находиться в балансе, проведем неправильные действия, то вся система уйдет далеко из баланса, потому что
Они связаны. То есть, перестимулируя одну часть, мы обязательно воздействуем на другую часть, но в противоположную сторону. Ну, вот это пример здесь изображенный. То есть, перестимуляция внутриклеточной защиты. Если, наоборот, перестимулируется внешняя гуморальная часть иммунной системы, то уходит еще дальше от баланса внутриклеточной защиты. Этот момент, я считаю, прекрасное открытие, что вот это вот сведено вместе, потому что это начинает нам давать возможность понять те вещи, которые ранее были непонятны. Например, аутоиммунные заболевания. Что это такое, почему это возникает и почему, собственно, при этих аутоиммунных заболеваниях терапия, которая убивает гуморальную, внеклеточную часть иммунной системы, вроде бы дает эффект помощи, потому что сдвигается этот дисбаланс немножко в сторону более, не настолько контрастен он становится. Но это в деталях мы остановимся чуть позже. Так вот, исходя из понимания того, что эти две системы взаимосвязаны, но каждая из них имеет определенные свои питательные вещества, которые ее либо стимулируют, либо, наоборот, снижают ее деятельность. Понимая, какая проблема у данного человека, когда, например, мы на тесте это видим, или хотя бы даже симптоматически, и о симптоматике мы поговорим чуть позже, если у нас нет возможности никакой сделать тест, но есть информация о том, какое крыло перестимулировано и какое крыло супрессировано, тогда мы можем осознанно выбирать те питательные вещества, которые смогут эффективно нам помочь этот дисбаланс поправить. Потому что без знания этого такое слепое воздействие на иммунную систему, просто поддерживать иммунную систему может быть очень опасно. Потому что если находится в супрессивном состоянии внутриклеточная защита, в связи с этим перестимулирована внеклеточная, и мы начнем принимать типичные иммуностимулирующие препараты, допустим, тот же прополис, масса известнейших питательных веществ, которые мы можем использовать, тогда мы воздействуем таким образом, что мы еще больше уходим от этого баланса. Мы перестимулируем то, что уже слишком перестимулировано относительно другой части. Тогда мы не решаем проблему, а только ее усугубляем. Если мы сумели разобраться и понять проблему, какая из сторон на данный момент требует нашей помощи, тогда мы можем выбирать правильные инструменты. И теперь хочу поделиться тем, какие же это могут быть инструменты. Если внутриклеточный иммунитет супрессирован, тогда мы используем представленные на картинке эти питательные вещества. Самый активный защитник внутри клеток от всего, что попадает в нее и там быть не должно, это цинк. И это, конечно, наиболее распространенный враг, это вирусы, конечно. Цинк – это сильнейший антивирусный элемент. Витамин А, который является его лошадкой, который помогает ему пройти через желудочно-кишечный тракт, помогает ему попасть в клетку. У каждого элемента есть своя лошадка, свой витамин. Принимать эти элементы без витаминов, большую часть их просто терять в выделении. Следующий помощник внутриклеточному иммунитету – железо и, соответственно, витамин С, который является его лошадкой. Витамин В5, витамин В3 ниацин, В6, который является лошадкой для магния, молибден, и натрий и калий. Эти элементы являются сильнейшими активаторами усиления работы внутриклеточного иммунитета. То есть, когда мы сталкиваемся с вирусом, использование этих препаратов, опять же, нужно видеть у каждого человека, надо ли в данный момент этому человеку, например, железо. Не обязательно этот весь набор требуется всем в одинаковом количестве. Но то, что если присутствует вирус, нам абсолютно необходим цинк, потому что в этом процессе организм, защищая себя, теряет огромное количество цинка, и его компенсировать обязательно. Я вам сразу скажу, те мои пациенты, у меня есть прекрасный пример пациентки с HIV. То есть мы ведь понимаем, HIV – это вирус, это значит проблема внутриклеточного иммунитета, это значит низкий цинк, а иначе бы не было этой проблемы. И на тесте мы это видим. Ко мне обратилась, когда у нее уже
практически отказывали почки после десятилетнего использования иммуносупрессивной терапии, то есть гуморальную, внешнюю, внеклеточную часть нашей иммунной системы очень сильными химическими препаратами практически убивают ее, для того, чтобы приблизиться к тому минимуму, который есть внутри клеток. Получается, вроде как какой-то балансик получился, но этот баланс настолько низок от того, где организм весь должен быть, то есть вместо того, чтобы, если одна часть внизу, ее приподнять, вот это было бы. Вот если это здоровое положение по оригинальному плану в организме, и одна из частей, вот берем, внутриклеточно, ушла вниз, человек потерял после, допустим, сильного стресса или сильного вирусного заболевания, в котором потерял большие запасы. И вот ушла вниз эта часть иммунной системы. Вместо того, чтобы опускать другую, убивая ее, посмотрите, не будет ли разумнее вот эту поднять вместо убивания этой? Вместо использования агрессивных воздействий убивать, то есть опускать все до того минимума, где сейчас находится вот одна из этих. Когда мы проделывали вот это, понимая, как это работает, уходя полностью от этих серьезных химических препаратов, вот она уже 5 лет назад как начинала эту программу, где-то через 2 года она сделала ретесты, у нее вирус не находится, она периодически ходит и проверяет на всякий пожарный случай, никаких химических препаратов, кроме питательных веществ, не принимает, чувствует себя прекрасно, почки восстановились, и ни одной таблетки, кроме питательных веществ, да и их-то она уже не особо сейчас стала принимать, потому что чувствует себя прекрасно. Это я просто привожу пример того, что если мы понимаем, какая из частей иммунной системы сейчас слаба, вместо того, чтобы убивать того, кто сейчас сильнее, не лучше ли помочь тому, кто слаб? Итак, для внутриклеточной запомнили, да, вот эти элементы, которые нам помогают. Ну и почему, собственно, натрий, калий здесь помощник? Парасимпатической нервной системе, она снижает их производство. Если их совсем мало, то уходит очень вниз это внутренняя защита. Итак, а гуморальная, внешняя часть нашего иммунитета, что здесь помогает усилить защиту от всего того, что не может попасть в клетку, а именно все, что крупнее, чем вирусы. Это медь, это витамин В2, который, собственно, является его лошадкой, рибофлавин, кальций и его лошадка витамин D, витамин В12, который доставляет кобальт в организм. Эти элементы при их активном приеме в условиях, например, сильной бактериальной инфекции, или мое мнение по поводу, что же такое фанги. И доктор Вилсон, и доктор Ватт, у которых я училась, относят фанги к внутриклеточной проблеме и, соответственно, рекомендуют принимать те препараты, как, например, тот же цинк, в борьбе с ними. И если вы пронаблюдаете одно из проявлений фанги, как кандида альбиканы, у людей перхоть, на рынке предлагаются шампуни с большим содержанием цинка, как способ снижения этой перхоти. Я долго мучилась этим вопросом, почему же ставят в человеческом организме вот эти грибки в группу внутриклеточной проблемы, в то время как все грибковые проблемы, допустим, тех же все фермеры знают, или все, кто работает в овощной сфере, чтобы предотвратить какие-либо грибки, развитие их на овощах и фруктах, используют спреи, в которых находится медь. И они прекрасно работают. То есть это давно известный механизм защиты от всех грибковых проблем. Это те же самые грибки. Опять же, я задалась вопросом, как так могут грибки быть внутриклеточной проблемой, если по размеру они больше, чем входные ворота в клетке? То есть 10-20 микрон, их обычный размер, он не должен позволять грибкам заходить вовнутрь клетки. И когда я стала дальше пытаться искать ответы на эти вопросы, а это очень серьезный вопрос, потому что до тех пор, пока мы не понимаем, где находится и какой части иммунной системы эта проблема принадлежит, мы не можем выбрать правильный инструмент борьбы. Поэтому и так важно это понять. Следует моему ходу мыслей. Смотрите, во-первых, больше, чем вирусы и по размеру никак не могут вместиться грибы в клетку, но при этом мы ведь наблюдаем их воздействие, мы можем видеть на поверхности кожи, как грибки разрушают клетку. Значит, они все-таки
как-то попадают в нее, если бы они просто были вовне клетки, никакого разрушения ткани бы не было. И тут я наткнулась на массу статей, которые просто разрозненные и не подводят вот вывод, но дают информацию о том, что полиморфизм присущ всем грибковым. То под этим подразумевается. Они могут существовать прекрасно, когда условия им позволяют, вовне клеток, в межклеточном пространстве и в крови. Но когда условия становятся неблагоприятные, тогда они ищут возможности, борются за пищу свою, за то, чтобы поддерживать себя и размножаться. И на чем растут грибы? Что является их главным продуктом из питательных веществ? И вот бинго. Цинк. Цинк является их главным питательным веществом для их развития, размножения. Интересно, если это так, то зачем же мы используем цинк в каких-то цинковой мази, используют, вот, сказала, шампуни с цинком, или просто предлагается использовать цинк и таблетки как способ борьбы с этой проблемой. Как же можно бороться с этим, если вы даете то, чем они питаются? И известно, что вовне организма используется медь для того, чтобы их убивать. В общем, я свела все это вместе в кучку. Я поняла вот какую штуку. Когда цинка во внеклеточном пространстве достаточно для питания всех грибковых, тогда у них нет необходимости прорастать своей грибницей, то есть они полностью туда не входят. То есть это, опять же, они не как вирусы полностью погружаются в клетку. Они слишком большие для этого. Но пускать свои маленькие щупальца, пройти через клеточную мембрану для того, чтобы высасывать оттуда цинк, а он там находится в основном массе, и это внутриклеточная защита. И почему, собственно, при очень сильной вирусной инфекции впоследствии развивается активно грибковая проблема. Поэтому все знают, что у людей с HIV грибковые растут очень, очень сильно. Еще очень ярко статистически заметно, что те люди, которые принимали антибиотики, либо были на иммуносупрессивной терапии при пересадке органов, то есть это всегда антибиотики, это всегда вымывание меди, потому что антибиотики – келейтеры меди. Антибиотики, убивая болезнетворные бактерии, еще и выводят из организма медь, и поэтому ее уровень падает. А медь – убийца в контакте для бактерий, для всего, что находится вне клетки, включая грибки. Так вот, в любой ситуации, в которой снижается содержание меди в организме, для грибков наступает праздник. Еще для них большой праздник, если очень много цинка, потому что они им питаются. Поэтому способы борьбы, которые сейчас предлагают этими врагами, неэффективны. И все мои раздумья я стала применять на практике, я увидела, что это эффективно, прекрасно работает. Использование меди с каприловой кислотой – просто прекрасный механизм борьбы с грибковыми. Причем там, где это проявляется на внешней части нашего организма, то просто можно делать пасточку, разводить хелированную медь, добавлять еще туда каприловую кислоту, вот эти таблеточки, просто пасточку сделать, чуть-чуть водички, и пока оно мокрое, оно будет работать, потому что это водорастворимое, то есть когда оно засыхает, уже не может доноситься дальше, то есть поддерживать это влажным, чуть спрей, водичку на то место, где есть эта проблема. И, конечно, принимать вовнутрь, потому что проблема-то существует во всем организме и работает прекрасно. И если годами люди старались убить эту проблему, и никак у них не получалось, и почему, собственно, когда внешне цинковую мазь помазать, да, они перестанут разрушать клетку, и как будто происходит внешняя эффективная работа. Потому что тогда зачем им не надо больше разрушать клетку? Даваемый сейчас цинк прекрасно в межклеточном пространстве находится, и не надо трудиться, оттуда его можно получать. И тогда как бы мы не заставляем этот грибок входить в клетку в поисках пищи, если мы даем достаточно этого цинка, и его много во внешклеточном пространстве. Вы меня поняли, вот эту вот мою мысль? И если, может быть, я немного сумбурно это рассказала. Смысл таков. Грибки – большая проблема.
Справиться с ними на сегодняшний день огромное количество препаратов, люди годами борются, очень эффективно не получается. Она вроде бы, потому что если цинком с ней бороться, симптомы внешние вроде бы уйдут, потому что он уйдет внутрь, в межклеточное пространство, этот грибок, и будет совершенно спокойно там существовать. Ему создали благоприятные условия. Но он и растет. Как только опять упадет содержание, то есть во внеклеточном пространстве, он опять начнет прорастать вовнутрь клетки, чтобы оттуда высосать. Поэтому боремся медью, каприловая кислота. А сейчас хотелось бы показать вам на тестах анализа волос, как мы, собственно, можем увидеть, с какой проблемой данный человек сталкивается. Когда мы можем без гадания на кофейной гуще определить, что нам, собственно, нужно делать. Потому что, как я уже ранее сказала, если мы предпринимаем неправильные, а ведь очень много, очень часто вы слышали, простуда, грипп, препараты очень многие рекламируются, причем реклама так говорит, что и от простуды, и от гриппа, а сейчас вы уже поняли, что так быть не может, и от того, и от другого. Препарат либо от того, либо от другого. Если вы положили в одну корзинку, допустим, и цинк, и медь, а они являются антагонистами, при всасывании они будут бороться за абсорбцию, и таким образом основная масса будет уходить просто в унитаз. И вы никак не знаете, что, собственно, из этого пойдет, в какую сторону, в каком объеме, чего будет больше, меньше и так далее. Нельзя в одну корзинку складывать лед и пламя. Это бесполезное занятие. Нужно определиться, что нам на данный момент нужно, и только конкретно это использовать, а не делать ошибку, применять то, что будет еще больше стимулировать перестимулированную часть иммунной системы. Итак, вот у данного человека, как вы видите, суперактивно работает симпатическая нервная система и очень низкий цинк. Уже просто само по себе кричит нам о том, что большая проблема с внутриклеточной защитой. Причем вот что интересно, у всех детишек, которых я видела тесты с аутизмом, низкий цинк. Другие показатели могут отличаться, но вот что очень ярко объединяет, это низкий цинк. И что, собственно, в связи с этим понятно некие закономерности в проявлении их проблемы, потому что цинк ответственен за создание левой части нашего головного мозга, который контролирует дисциплину, который аналитический, как математический, то есть вот интеллектуальные и аналитические, и контроль эмоций. Если правые — это сплошные эмоции, эмоции, эмоции. Если слишком превалирует, допустим, медь, то человек не может контролировать свои эмоции. Вот при низком цинке и превалировании меди в этой ситуации мы видим неконтролируемость и при этом низкая внутриклеточная защита, то есть открытость к вирусным проблемам. Всякая стимуляция внеклеточного гуморального иммунитета будет работать против данного ребенка, против его здоровья. А вот полная противоположность, перестимулированная парасимпатическая нервная система и значительно меньшее количество меди относительно цинка. Вообще в данной ситуации здесь есть открытость человека к особенно грибковым инфекциям. Это классика, грибковая инфекция. И при этом, потому что не хватает меди для защиты от грибка вовне клетки. И при этом присутствует вирусная проблема. Вообще ничто так не провирусно, как кальций. Вот высокий кальций всегда показатель наличия самых благоприятных условий для развития вируса внутри клетки. Даже в Петри-дише, если мы будем работать с любыми вирусами, причем неважно, какие вирусы мы выберем для доказательства этого утверждения, и будем давать разные питательные вещества, то мы увидим, что при ситуации, когда мы даем кальций, вирусы развиваются максимально быстро. Все. Будет ли в этой ситуации? И вот эта вот ситуация очень сложная, потому что у нас и вовне клетки проблема, и внутри клетки проблемы. Когда мы видим наличие двух проблем, нужно обращаться к соотношениям, которые нам помогают понять, куда сейчас в первую очередь направить усилия. Потому что одновременно бороться с двумя врагами, вот этими противоречащими друг другу антагонистами невозможно. Нельзя принимать одновременно и медь,
и цинк. Прием антагонистов – это не просто бесполезная трата времени, денег, усилий, но и создание многих проблем. Поэтому нужно выбрать в данной ситуации, что нужно в первую очередь адресовывать. Так вот, соотношение помощь для этого. Вот у данного человека внизу это первый тест, а сверху это уже ретест, свежая ситуация. Вот когда мы видели на этом тесте соотношение цинка к меди таким высоким, 20, в то время как идеально должно быть 8, то, конечно, такое высоченное соотношение, то есть такое превалирование цинка над меди кричало о том, что нам нужно поднимать медь в первую очередь. При даже том, что кальций высокий, потому провирусная ситуация, вирус там есть, но в первую очередь нам нужно адресовать самую большую проблему, чтобы подходить все-таки к балансу. И обычно мы делаем ретест через 3 месяца. Вот через 3 месяца движение в сторону улучшения значительное, в процентном отношении очень высокое. То есть, по большому счету, еще вот несколько шагов и будем там. Эти соотношения поэтому нам помогают, когда у нас есть проблема, которую мы не знаем, как лучше адресовывать. Почему, собственно, тест в этом плане очень полезен. Ситуация следующая. Это ситуация, которая обычно вот это утяжеление всех проблем, скажем так, вот подобные картины, которые я вижу у людей, у которых уже есть диагнозы с такими очень пугающими нас названиями, несколько разных. Вот в борьбе со всеми этими врагами организм теряет свои ресурсы. Это особенно обратите внимание, как железо ушло вниз. Вообще все основные элементы, которые вот в войне с врагами организм теряет, и те элементы, которые вовлечены в транспортировку кислорода к клеткам, они, собственно, дают нам одну из самых страшных в результате картин, потому что без кислорода клетка либо должна умереть, либо должна конвертироваться в анаэробный организм. Без каких-то питательных веществ достаточно долго она может существовать и адаптироваться как-то к этому. Без воды чуть подольше, короткое время, но подольше, чем дефицит кислорода. Дефицит кислорода – это, конечно, только несколько минут, когда клетка может без этого существовать. Либо она должна умереть, либо конвертироваться. Так вот, когда в результате всей войны при недостатке питательных веществ мы видим, что вещества, вовлеченные в транспортировку кислорода, уходят далеко от нормы, мы видим проявление уже этой проблемы. Вот. И медь низкая, она должна быть 2,8, железо в 2 раза ниже, чем должно быть, кобальт низкий и марганец. Вот эти все элементы, которые вовлечены в цепочку транспортировки, все ушли ниже нормы, и потому клетки начинают страдать. Одним словом, если мы адресуем все вовремя, то мы к этому не придем. Почему, собственно, сторонники идеи или теории того, что вирусы, бактерии, грибки являются причиной раковых заболеваний? Вы теперь понимаете, что есть в этом смысл? Потому что уходят из организма те вещества при наличии этих врагов. В борьбе с этими врагами организм теряет те вещества, которые необходимы ему для обеспечения основной функции. Потому можно сказать, что да, наличие вот этих врагов и является причиной. Хотя все можно обобщить к одному термину. Недостаток кислорода. Неважно, чем он был вызван. Огромное количество вещей могут создавать недостаток кислорода. И, собственно, нужно адресовывать в конкретном случае данную ситуацию. Сейчас зима, и бактерии и вирусы нас окружают, и очень многие люди просят меня помочь в рекомендациях. А что вот ребенку дать, а что мне принять? Но вот когда есть тест более-менее свежий, то вопросов-то практически нет. А вот если нет теста, и что делать? Надо же все-таки что-то предпринимать и предпринимать правильные решения. Ну, тогда он нам остается. Если у нас нет лаборатории, которая сделает анализ, у нас здесь вирусная или бактериальная инфекция, вот если нет у вас таких инструментов, выяснить, кто сейчас враг, создает ту симптоматику, которая есть, значит, надо пытаться по симптоматике что-то выяснить. Какие же симптомы
проявляются наиболее типичные при простуде, то есть бактериальной инфекции, либо гриппе, то есть вирусной инфекции. И, соответственно, какую же сапплементинку, витаминку, минералочку все-таки нужно принять. Самый, я бы сказала, явный симптом – это как быстро проблема нарастает. Если она медленно, потихонечку, вроде как еще неделю назад начал как-то хандрить, и каждый день чуть хуже, вроде еще ничего, могу бегать и прыгать. Так вот, и есть локализация. Есть либо нос, либо горло, да? То есть есть определенная локализация, а все тело не ломит, не корежит. Вот что, собственно, при гриппе все было хорошо, вроде как 2 часа назад, и вдруг меня сморило. Вдруг все тело ломит, и головная боль какой-то, и нет определенной локализации проблемы. Вроде как и в носу пощипывает, ничего больше особенного нет. Для ребенок-то не выражает свои симптомы, и поэтому не скажет, как он все-таки себя чувствует. Но можно пронаблюдать, что ребенок был активен, бегал, прыгал и скакал, и вдруг стал вяленьким. При бактериальной инфекции ребенок даже с уже забитым носом и обложенным ртом может хотеть проситься играть и бегать, прыгать, его никак не удержать в кровати. А при вирусной он вяленький, и он совершенно нормально, его можно уложить в кровать. А вопрос повышения температуры – это вопрос, который возможен только в условиях, когда иммунная система в общем еще не убита совсем. То есть более-менее здоровая, эффективно работающая иммунная система должна поднять температуру на присутствие какого-либо врага. Это ее защита. Это ее первая защита. Поэтому, если организм ни в той, ни в другой ситуации не поднимает температуру, это значит, иммунная система совсем ослабла, и поэтому нужно ей всячески помогать. Поэтому, пожалуйста, не сбивайте температуру. До 40 градусов белки еще не сворачиваются. Вполне можно дотянуть до 40 градусов, особенно у взрослого. Но у ребенка 39,5. Чем выше температура, тем менее благоприятные условия для развития любого врага. Бактерии и вирусы терпеть не могут повышения температуры тела, в связи с чем, собственно, организм ее и пытается повышать. И поэтому прием препаратов для снижения температуры – это только создавать более благоприятные условия для врага. А если температура начала повышаться выше установленного предела, то совершенно не надо бояться. Просто взять и принять холодный душ. Не произойдет дополнительного ухудшения состояния. И вообще создавать любыми способами возможность организму поднять температуру и потеть – очень эффективный способ бороться с бактериями и вирусами, даже при отсутствии каких-либо других инструментов. То есть при максимальном подъеме температуры тела до возможного мы создаем дико неблагоприятные условия, и враги помирают. Даже раковые клетки, вообще все патогенные организмы, которые нас убивают, это анаэробные. И отличие аэробных от анаэробных – это неспособность приспосабливаться к повышению температуры. Потому что у тех же наших здоровых клеток есть возможность приспосабливаться к повышению температуры за счет потения, собственно, почему мы как организм потеем. А анаэробных эта способность теряется, то есть приобретаются какие-то новые качества при этой мутации, но теряются старые качества. В связи с этим использование гипертермии, и я где-то примерно 2 года назад в программе «Время» видела, показывали какую-то из российских клиник, где используется гипертермия как способ борьбы с раком. Не вижу, чтобы это очень широко распространилось, видимо, потому что это очень дешево и эффективно. Но этот способ, конечно, прекрасно можно использовать, и я надеюсь, рано или поздно он будет распространен, потому что это действительно дешево и эффективно. Итак, температуру повышаем, делаем все, что можно для того, чтобы потеть. После того, как пот выделяется, принимать душ, горячую ванную, не бояться этого. Очень хорошо потом высыхать и опять создавать условия повышения температуры. Для того, чтобы этот весь процесс шел более активно, конечно, много теплого питья и непосредственно использование оружия, направленного на того врага, который в данный момент нас мучает. То есть, если это внеклеточная бактериальная инфекция, принимаем и
можно ее растворять в воде, делать капельки для носа и промывать нос, растворять в воде и промывать горло, помимо того, что прием ее и витамин В2, посмотрите то, о чем я говорила. Там и кальций пойдет, там и витамин D пойдет, то есть вот эти все элементы, которые способствуют защите от бактерий. И это будет в этот момент. И прием всех тех стимулирующих, как прополис и другие известные вещества, будут к месту, будут эффективны. А если говорим о гриппе, значит, принимаем цинк и все, о чем я упоминала ранее, то же самое разводим в воде и промываем носик, и если в горле, то полощем горло. Таким образом мы используем непосредственно, и чем быстрее мы начинаем воздействовать, то есть при первых признаках, тогда, по большому счету, и второго дня нашей болезни быть не должно. Ну и вот, в частности, вопросы были по герпесу. Я бы так сказала, на сегодняшний день практически мало кого можно найти, у кого бы его не было. Другое дело, проявляется он или не проявляется, потому что проявляется он тогда, когда ослабевает внутриклеточная иммунная система. До тех пор, пока она достаточно сильна, он не проявляется. Вообще, на сегодняшний день многие группы ученых утверждают, между собой спорят о том, какое же все-таки процентное соотношение наших клеток и клеток вирусов и бактерий в нашем организме. Ну, в среднем 50 на 50. Основная масса ученых на сегодняшний день сводится к этому мнению. Значит, и вот этот весь набор, он присутствует практически у всех, не сильно отличает. И когда я слышу о том, что там по телевидению передачи. Для того, чтобы заболеть гриппом, надо обязательно войти в контакт с его носителем. Только это есть гарантия того, что у вас будет этот грипп или флу, или вот вирусная любая инфекция. Или, наоборот, с носителем бактериальной инфекции, а если вы с ними не встретитесь, у вас это не будет ни того, ни другого. Простите, пожалуйста, а где тот первый, кого он встретил? Вот тот первый, который стал распространителем, он-то кого встретил? Кто ему-то это дал? Вообще, можно дома сидеть? Никуда. Вот в депресснике таком сидеть и никуда не ходить. Просто от стресса, либо пойти посидеть на балконе, ни с кем не встречаясь, и подмерзнуть. Любое снижение температуры – это праздник для любого нашего врага. Вот как раз повышение этой температуры для них убийственно, а снижение температуры тела – кайф, и они начинают разрастаться. Так вот, те, которые уже присутствовали, и почему, собственно, зимой значительно активнее? Почему не летом эти эпидемии? Снижается температура тела легко и просто, постоять на автобусной остановке, подождать автобус, вот ты, пожалуйста. И никого там, допустим, рядом не было. И в конце концов автобуса-то и не дождался, вернулся домой и заболел, ни с кем не встретился. То есть бактерии и вирусы были, есть и будут у нас. И раковые клетки у нас тоже есть постоянно, с момента рождения до смерти. Вопрос не в этом. Вопрос в том, в каком состоянии иммунная система здесь и сейчас, может ли она удерживать количество врагов у той черты, которая для нас не опасна. Только в этом и есть вопрос. Так вот, так как герпес многих мучит, неважно, где он выскакивает, это явное проявление вирусной инфекции. Значит, что? Как можно раньше. Вот только если вы начнете моментально использовать то, чему я сейчас вас научу, то никаких вот этих пузырьков, никакого его проявления дальше не будет. По большому счету будет один день. Если вы в первый день начнете все делать правильно, второго дня болезни уже не будет. То есть проявления ее не будет. Будете вы прекрасно выглядеть на свидании. Чем быстрее успеете, тем короче время войны. Если подзадержались с ответом, чуть увеличивается время войны. Чем дольше вы не отвечаете на проблему, тем быстрее, больше разрастаются враги, тем, собственно, больше дэмэджа, разрушений клеточек произойдет. Но все равно, как без медицинских препаратов, а все ацикловиры, они, неважно в какой форме они там выпущены, под каким названием, в любом случае, это сильнейший для печени, сильнейший удар. Так вот, можно ли без каких-то ацикловиров вообще проявления герпеса, особенно опоясывающие, ужасные болью дикой, которая проникает в нервные окончания. То есть, что мы делаем? Берем этот цинк хелированный,
это лучше, либо пикалинат цинка, и растворяем в воде, делаем пасточку, наносим на тот участок кожи, который только начал почесывать. Тот, у кого герпес выскакивает, хотя бы иногда, знает, как это по ощущениям. Сначала почесывание. Вот чего-то там начало чесаться. Даже на всякий пожарный случай. А почему бы эту пасточку не помазать? Очень сильно вмассируйте эту пасточку. И вот если вы в течение этих первых суток активно будете намазывать и поддерживать влажный, потому что только водой может доноситься это вещество. Как только высыхает, уже проникновение остановится. Поддерживаете влажность этой пасточки и принимаете вовнутрь. Ну, если вот первый день и не разрослись это так враги, принять можно таблеточка. Ну, вот если она 50 миллиграмм, то по одной таблеточке 3 раза в день. Вот если это в первый день. Если вот уже развилось, и вы дали возможность этому разрастись, то надо принять ударную, то можно принять по 2-3 раза в день. И принимать это до конца проявления проблем. Но запомните, цинк никогда нельзя принимать на голодный желудок, иначе вас замутит, у вас появится какое-то странное, примерно через 5-7 минут. То же самое касается меди. Запомните вот этот момент. Те, кто этого не делает, говорят о том, что ой, а это вообще как токсин какой-то. Вообще у меня аллергия, наверное, на медь или цинк. Только на желудок, в котором есть уже хотя бы какая-то белковая пища. Допустим, там хотя бы пол-яичка, что-нибудь белковенькое, яйцо самый оптимальный вариант. Вот и потом закидывайте медь или цинк, что в данный момент, собственно, нам нужно использовать. Но, если мы сейчас про герпес говорим, помимо приема цинка, принять в ударной дозе L-лизин. То есть это аминокислота, которая очень похожа на аргинин, на который герпес любит разрастаться. Вот мы так его обманываем. Но это надо принять в ударной дозе до 3500 миллиграмм в день. То есть их тогда надо 7. Вот так вот через час принимать эти таблеточки, да? Но их можно принимать совершенно спокойно, так как это аминокислота, их можно с пищей, без пищи, ничего страшного. Итак, если мы имеем дело с вирусом герпеса, чем раньше мы начнем бороться, тем короче будет война. И по большому счету нам нужны 2 инструмента – цинк и L-лизин, аминокислота. Еще, если вы хотите ускорить войну с любым вирусом или бактерией, и вы используете локально очень сильный, проникающий глубже, чем какие-либо другие, источник тепла в виде красной лампы, которые называются лампы нагрева, их есть НИИ-инфраред технология. Вот это вот НИИ, это близко, да, это тот спектр волн, которые позволяют им проходить глубже, чем любые другие тепловые волны, которые не разрушительны. Понятное дело, что если бы микроволновку нас поместить, то через все наше тело пройдут эти волны, но это убийственно. Если мы говорим о любом тепле, который нам необходим для того, чтобы помочь организму справиться с какой-то проблемой, то если вот обыкновенное конвективное тепло, которое просто нагревает воздух вокруг нас, проникает примерно 1,5 сантиметра максимум в наш организм. Фа-инфраред, вот если сауны современные наиболее часто используют фа-инфраред технологию для нагрева. Это примерно 4 сантиметра глубиной прогрев. А вот НИИ-инфраред – это те лампы, которые уже давно используют фермеры для выращивания молодняка. И они должны быть красные, 250 ватт. Если вы прогуглите, вариантов на рынке огромное количество, и можно просто лампу купить, она в любой встраивается цоколь, регуляция по времени, есть наклона, то есть или еще и с защитным экраном, потому что если вы это будете использовать для ребенка, такая лампа нагревается моментально до таких высочайших температур, что, не дай бог, ребенок ее коснется. Симпсоновские, байеровские, какие-то еще вот эти лампы, которые создают вот такой интенсивный, глубокий прогрев. И если вы это направите еще на то место, в котором есть четкая локализация проблемы, то вы значительно ускорите процесс выздоровления. Вот эти все моменты, если вы будете использовать, вы будете эффективно бороться. Но как же все-таки, прежде чем говорить о борьбе, само собой на поверхности лежит знать, в каком состоянии ваша иммунная система. И если вы знаете, какая из них слабее, не убивать ту, которая сильнее, а поправить и сделать сильнее ту, которая слабее. Это оптимальный вариант, да, то есть это защита себя от любых врагов, неважно, как они называются. Но еще есть
простейшие вещи, которые могут нас защитить, когда в каких-то ситуациях, особенно после стресса, потому что после стресса, запомните это, мы в первую очередь, сначала мы теряем магний, а вы уже видели, да, что является хорошими защитниками от проблемы с вирусами. Так вот, магний первый мы теряем в стрессе, а за ним теряем цинк. Почему после сильных стрессорных... В момент самого стресса, когда очень сильно повышается натрий и калий, не будет организм болеть. Он пройдет через ситуации стресса, не сломается. Но когда стресс закончился, вот тут-то вы и сломаетесь. И первое, то, что вы будете открыты для вирусной инфекции. И тут хотела я о чем сказать. Вот для всех детишек и для взрослых в любой ситуации, когда вокруг очень много чихающих, кашляющих, в общем, ужасная эпидемия, в самолете, когда летите особенно. То есть часто находитесь в коллективе, во время эпидемии. Есть ли способ все-таки что-то сделать, чтобы себя обезопасить в большей степени? Есть. Посмотрите, как это просто и очень логично. Вообще все эти airborne враги, они летают в воздухе, они являются живыми существами, и в них есть вода. Без воды они бы не были живыми. Любой организм, в котором есть вода, имеет отрицательный заряд, собственно, в связи с этим. Когда он высыхает, или так называемая dormant форма, у него положительный заряд появляется. Вот высыхание – это потеря гидроксильной группы, и положительный заряд остается. Так вот, когда мы говорим о получении дополнительных врагов в нашу систему и таким образом заболеваем, какие ворота входа этих врагов? Рот на самом деле только ворота для чего-то, что мы просто положим в рот, допустим, с пищей, в которой уже есть эта отрава, вирус, бактерия. Но там очень сильная защита стоит, там очень много ферментов, там очень постоянная влажность высокая, которая тоже обеспечивает, вот высокая влажность, наличие воды обеспечивает тоже негативный заряд. То есть только вот очень, что называется, пропихнуть нужно врага внутрь организма через рот, потому что у врага негативный заряд и влажный рот тоже имеет негативный заряд. Вот просто, когда мы говорим и вдыхаем, мы ведь дышим, да, вот даже вот открываем рот, дышим, через рот они в организм не попадут. Вот просто мы разговариваем, да. Вход либо раны открытый, но самый типичный – это нос. Нос до тех пор, пока он влажный, не будет допускать попадания вот этих airborne врагов, бактерий, вирусов, потому что влажная слизистая имеет отрицательный заряд, и враг влажный, имеющий воду, тоже имеет отрицательный заряд. Минус к минусу притягиваться не будет, в какой бы вы ситуации эпидемической не находились. Но как только слизистая высыхает, она меняет свой заряд на положительный, таким образом вы становитесь как вакуум-клинер, вы начинаете всасывать, притягивать всех этих врагов со страшной силой. В связи с этим, как этого не допустить? Поддерживать слизистую влажной. А если все-таки произошло, что вы не поддерживали, но в течение дня вы забыли, вы пришли домой, первым делом вы же моете руки, промойте нос. Учите детей, как один из основных ежедневных нормальных процедур, промывать носик, особенно перед сном, потому что даже если вы насобирали в течение дня всех этих врагов, у них ножек, ручек нет, вот они там сидят. Но когда вы, если не помыли носик, ложитесь на подушку и теперь запрокидывается голова, и какая бы там еще слизь ни была, она спускается вниз, и таким образом попадает внутрь нашего организма враг и начинает уже теперь размножаться. Лег спать здоровым, проснулся больным. Так вот, простейшая процедура промывания носа перед сном прекрасно. Ну и если мы в течение дня будем каждый раз, когда в туалет идем, руки помыли, носик помыли. А еще иметь с собой маленький спрей. Водичка, в которой растворено какое-нибудь маслице, потому что вода-то высыхает быстро. Маслице создает поверхностный слой, который защищает от пересыхания. А самый лучший вариант – это персиковое масло. Оно дольше всего поддерживает влажность. Вот растворите в маленьком каком-нибудь пузырьке и периодически спрейте в нос. В общем, вывод такой. В природе нет той опасности, против которой нам природа не дала бы оружие. И если мы поймем этот принцип
будем изучать законы природы, уважать их и им следовать, мы вооружены, а потому защищены. Давайте учиться использовать правильно эти обоюдоострые оружия, потому что, как я сегодня уже сказала, если вроде бы безобидные питательные вещества мы начнем применять тогда, когда это не нужно, тогда мы только усугубим ситуацию.